Друзья, всем привет! Эх, давно не было такого желания бежать в мастерскую, чтобы что-то продолжать делать. Только что выпустил для вас видео, то есть это было 2 недели назад. И вот я стою здесь, спустя 2 часа после выпуска видео, сейчас 2 дня, я стою и уже хочу чем-то заниматься. Мне нужно прибраться в мастерской от прошлого видео, потому что когда я его заканчиваю, обычно тут такой кавардак творится, вот так вот все вверх дном переворачивается, все везде летает, все везде разбросано. Сейчас надо этот хаос каким-то образом немножечко, чуть-чуть хотя бы привести в порядок и двигаться дальше, друзья. У меня очень большие планы на это видео, я хочу очень много чего сделать. Ну, во-первых, кое-что выяснил по поклейке сот. Нужно разбирать болид, друзья, ставить его на стапель и в разных положениях их приклеивать. Потому что с помощью гравитации неизбежно клей стекает вниз. И получается его с одной стороны много, а с другой стороны мало, как показали прошлые испытания. Для тех, кто не в теме или не понял прикол, в чем тут дело, показываю. Вот я склеивал соты, и получается пластина лежала вот так. Смотрите снизу сколько клея много. И карбон от них не отклеился при нагрузке. И вот смотрите, как мало было здесь клея. Его практически нет. Он стекает вниз тупо, и поэтому там его много, тут его мало. Сразу 2 слоя из-за этого приклеивать нельзя. Из-за этого нельзя сразу все наклеить, нужно как-то крутить, вертеть. Ну, допустим, сначала соты приклеивать, это понятно, я их так и делаю. Сначала приклеиваю, но нужно располагать примерно вот так, чтобы стекало вниз. Потом, когда сверху буду накрывать карбоном, нужно сначала приклеивать вот так, потому что так легче, гравитация помогает. А потом переворачивать вниз головой, чтобы клей стекал на карбон, а не на противоположную сторону. Ну вот как-то так. Таких вещей никто вам и никогда в жизни не расскажет, потому что многие даже об этом не задумываются, делают как получается. А многие, те, которые знают, они сознательно не раскрывают таких вещей. Но я вам все, ребята, всю боль и печаль и тоску показываю, потому что не хочу, чтобы у вас были какие-то проблемы, если вы начнете чем-то таким подобным заниматься. Так, и еще один очень интересный момент. Так как у нас смола жидкая стекает, можно соты, если сильно хорошо не приклеились первоначально, их довольно трудно приклеить, потому что они гибкость имеют в основном в одном направлении. Если пытаться их так растянуть, чтобы они имели в 2 направления, все равно они гибкость как-то особо не имеют. И вот, например, вот так по углу их, чтобы согнуть, надо очень сильно придавливать, и везде оно по-любому не прижмется. Всегда могут остаться небольшие проблемные участки, но если мы перевернем их вертикально вниз, то есть тоннелями вниз, чтобы эта карбоновая часть стала внизу, то есть как бы на бочок мы сейчас должны перевернуть, мы можем вот сюда прям валиком намазывать клей, и он будет стекать туда вниз. Он практически весь стекает, если клей довольно-таки жидкий. Алюмишку она не очень хорошо смачивает, эпоксидка. Ну, короче, вы поняли, как рождаются технологии в процессе изготовления. Вот только так. Через испытание, через анализ, через много труда и через обсуждение всего этого дела в комментариях. Ну, без этого уж точно никак не обойтись. Короче, от слов к делу, надо разбирать монокок. И все же, пока все собрано, я уже даже, вот смотрите, доустановил плиту. Но разбираю ограничительные тяги. Они не карбоновые и стоять на болиде не должны. Снимаю их для того, чтобы установить основные тяги вот сюда и, так сказать, выставить гоночную подвеску в нужные углы. Сейчас она выставлена максимально приподнята вверх. Это максимальное расстояние вытянутого амортизатора. Вы уже, наверное, думаю, начинаете догадываться, для чего я это делаю. Ограничители нам еще понадобятся, компонуем их. Хочу изготовить кронштейн амортизаторов. И подвеску сейчас выставил в то положение, когда амортизатор полностью разжат. То есть дальше вниз подвески двигаться будет некуда, она сейчас приподнята. За счет лебедки я подтянул вверх и подложил снизу прокладки. Вон там, видно, из пенопласта. Тем самым амортизатор будет ограничивать ход подвески вниз, чтобы не сломало рычаги. Ну а вверх он будет ограничиваться полезным ходом амортизатора. И вон там есть демпфер.
тоже будет им ограничиваться. Можно будет немножечко его подредактировать, если что, выточить новый. Ну, допустим, если вверх сильно большие хода будут. А также эти аморты позволяют регулировать жесткость пружины от самой минимальной, то есть когда она полностью выключена из работы, ну, то есть вот как сейчас, например. Видите, она болтается до очень жесткого. Это жесткая пружина, может быть даже чрезмерно жесткого для нашего гоночного болида. Но других, к сожалению, не существует. Можно будет подбирать. Зато здесь есть регулировки отбоя и сжатия. Вот такие хорошие, прекрасные. Я надеюсь, эти амортизаторы будут хорошо работать. Внутри стоят ШСы, что тоже немаловажно. То есть там шарниры позволяют немножко, видите, вот в данном диапазоне крутиться. То есть шарниры имеют некую степень свободы, в отличие от мотоамортизаторов классических. А это очень хорошо. То есть вот это дело, эти амортизаторы мне полностью подходят, кроме как по жесткости. Там надо будет все это дело регулировать. Так что сейчас поставлю свои бархатные тяги. И можно будет прикинуть, как делать кронштейн. Обратите внимание, сколько здесь отверстий. Это тоже все для регулировки. То есть, чтобы можно было более крупные амортизаторы ставить, более мелкие амортизаторы ставить. Помимо регулировок, за счет того, что можно амортизатор ставить сюда, сюда, сюда. То есть жесткость на сжатие и отбой будет примерно в 2 раза изменяться. Как аморта, так и пружины. Ну, то есть как гидравлической части, так и пружинной. Но и ход подвески будет изменяться в 2 раза. Потому что тут плечо, видите, какое. Короче, есть у нас 50%, 75% и 100%. И еще в самом кронштейне можно было бы сделать овальные отверстия, чтобы еще чуть-чуть можно было туда-сюда двигать. И тогда вообще все можно будет изменять в широких пределах. Вообще это настоящий гоночный автомобиль будет, друзья. Антикрыло тоже будет иметь с десяток регулировок. Передний спойлер тоже много регулировок будет иметь. Все будет иметь регулировки. Именно так и задумываются спортивные автомобили. Потому что под разный трек, под разные условия все это можно будет изменять в широких пределах. Итак, тяги на позиции. Рокера установлены в максимально низкое положение. Ну вот я смотрю, 4 сантиметров хода здесь вряд ли наберется. Ну, либо на пределе. Может быть, еще немножко приподнять. Пусть уж будет чуть больше ход. Это получается 1, 2, 3,5 сантиметра хода вниз. Да. Да, наверное, так пусть и будет. Все довольно красиво получается. И все сходится. Вот примерно так это будет. Но только надо сделать кронштейн. Либо вот так вертикально, наверное, лучше будет. О, да. Вот так. По итогу установки этих амов будет более-менее уже понятно, какие ставить на передок. Либо такие же искать, либо чуть помягче, либо чуть покороче, ну и так далее. В общем, можно будет произвести какие-то некие корректировки. Хотя я в 3D моделировании все это делал, моделировал, но пока не поставишь, лично мне как-то непонятно. Сошлось оно там, не сошлось. Надеюсь, все сойдется. Ну а пока надо сделать кронштейн с очень большой железяки. Пошел процесс, решил делать из 2 кусочков. Потому что если делать с одного, ну уж очень гигантская болванка нужна. Ее надо, во-первых, ездить покупать. А во-вторых, стоить она будет 1020 примерно. А так буду делать из того, что есть. На токарном гораздо проще и быстрее выравнивать прямоугольники, чем на фрезерном станке. Вот так вот. Это хоть и удивительно, но чистая правда. После алмаза получаются железки, которые руками-то не хотелось бы трогать. Сразу смотрите, что с ними происходит. Но, к сожалению, в таком виде они долго не остаются. Все это дело мутнеет, царапается и так далее. Когда делаю детали без чертежа, сначала пытаюсь сделать установочные размеры, просверлить все отверстия необходимые, ну а потом уже вокруг них отсекать лишнее, облегчать, так сказать. Работать буду таким вот замечательным инструментом. Этот патрон – подарок от Тимура, друзья. А так как у меня теперь 2 таких патрончика на 16, я могу сразу их менять и не менять фрезу. Это очень удобно, потому что фрезы дольше менять и их надо сильнее зажимать. Ну и, собственно, пошел процесс.
Фреза закругленная, будет кругленько, красивенько все. Потихонечку вгрызаюсь. Работать круглой фрезой не очень приятно. Возможно, надо было ободрать сначала обычной. Ну да ладно, справлюсь, думаю. Да, конечно, не прогадал я то, что решил делать под углом. Можно значительно сэкономить массу и увеличить прочность всей конструкции. Ну, то есть уменьшить податливости. Прочность-то по-любому надо достигать. Но вот, чтобы оно было более жесткое, меньше податливости было. Это целое искусство. Сверлить под углами не люблю, но приходится это делать. Не люблю, потому что нужно выставлять все под каждое отверстие. Ну, то есть, вот смотрите. Пришлось менять тиски, потому что эти имеют возможность устанавливать под разными градусами заготовки. Если эти поворотные тиски имеют только одну степень свободы, то вот эти две, они и по кругу крутятся, и вот так вверх-вниз могут поворачиваться. Измерял угольниками, все четенько, все под 90 градусов. Можно сверлить? Примерил железяку, красота страшная получается. Но это ведь только лишь начало, сейчас пойдет действительно серьезная экономия металла, потому что нужно будет делать нижнюю пластину. Она имеет довольно-таки большую высоту и по габаритам не маленькая. А потому придется перетирать в стружечку вот эту замечательную болванку. Меняем кулачки. Жалко, конечно, ее. Такую вещь очень трудно купить, да и цены немалая она, но придется перетереть. Из 12 килограмм должно остаться меньше одного. Ну, я подсматривал одним глазком, как подобные вещи, подобные болиды делают. Там у них вещи еще пострашнее происходят, чем у меня. Там вообще перетирают настолько люто, друзья. Там такие плиты, мне даже таких купить в принципе невозможно. Но именно так оно и делается. Надо по-быстрому срезать 2 сантиметра металла. Стружечка летит во все стороны. Но красивенькая. Вот так могет мой токарничек, друзья. Оптического качества вещи. Смотрите, все отражается там, все, что наверху. Потолок, полочки. И все. Соты алюминиевые. Текста тоже прекрасно отображаются. А вот я что-то не очень. Смотрите, не видно меня чё-то. Интересно, к чему бы это? Почему я не вижу себя в отражении? А стружечка какая? Стружечка. Вся в огнях. Кайф такая работа. Это жесть. Это просто жесть. Буквально за пару минут сделал пил размером с ладонь. Итак, контактная площадка под кронштейн готова. В середине сделал занижение на пару соток, чтобы лучше можно было притянуть. По качеству судите сами. Очень плотно, вручную не заходит. Нужно будет задавливать болтами.
Все точно сделано, кроме сверления отверстий. Но отверстия надо будет, как обычно, по месту сверлить и все друг с дружкой соединять. Экономия металла должна быть экономной, а то так можно и за 2 недели не успеть сделать видео. Не надо баловаться, надо брать и гнать стружку. О, уже 3 килограмма. Такой ход дел мне нравится. Все еще мешаются амортизаторы. Надо еще спиливать металл массово. Я что хотел, друзья? Хотел примерить, чтобы знать, где делать отверстия. В общем, хотелось бы уже все здесь просверлить. Но не могу этого сделать, пока точно все не выставлю. Ладно, наверное, будем спиливать уже под углом. Хватит баловаться. Сейчас, вероятно, еще 1 килограмм металла уйдет. Ух, как хорошо. Да, станочек все-таки позволяет делать взрослые съемы металла, потому что и сам станочек взрослый. Причем, чем больше подаешь, тем такое ощущение, что мягче идет. Глядя на это, может показаться, что я весь этот станочный мир уже понял. Но это далеко не так. Есть у меня много вопросов. Вот я восстановил станок, и обратите внимание, как он плотно у меня работает. Постоянно что-то и на этом станке делаю, и на этом станке делаю, и на многих других станочках. Но восстанавливают станки не только я, много кто этим занимается, много кто это делает. И те, кто их восстанавливают профессионально, то есть делают заказы для людей в виде работы по восстановлению станка, к ним вопросов нет никаких. А вот те, кто делают станки, восстанавливают их, ну либо самодельные делают, изготавливают, я что-то не вижу, чтобы они на них что-то потом делали. Это большая загадка вселенной для меня. Почему они все свои силы бросают на восстановление, видать, что-то хотят делать потом, но потом ничего не происходит. То есть, либо они еще какой-то станок восстанавливают себе в парк, так сказать, либо что-то еще как-то. Но где работы? Я что-то не могу понять. Так, поверхность готова. На этот раз точно уж можно все примерить. Ну вот, получается, амортизаторы будут стоять как-то так. Здесь остается довольно-таки большое пространство под установку более мелких амортизаторов. Я бы, конечно, хотел, чтобы здесь они были маленько, как бы, ну, покомпактнее и поменьше. А если вот так... Уф, ой, как классно получается. Продолжаем облегчать деталь. Что-то мне подсказывает, что эта деталь все-таки основной работой на сегодня станет. Планы были наполеоновские, но сделать заднюю подвеску — это, наверное, тоже наполеоновски довольно-таки. Везде обязательно применяю круглую фрезу для снятия концентраторов напряжений. И везде приходится примерять вот такую вещь. То есть для того, чтобы снять некую канавку, потому что там закругление и прочее, под болтик. Опять же, везде получается какая-то безумная красота. Из-за этого все детали технологичные, прочные и красивые. Делаю это инструментом цыковкой. В конечном итоге все цыковки приходится удлинять. Ну вот, например, эта еще 5 минут назад была короткая. Но в такой глубокий канал короткая не заходит. Поэтому удлиняю и, мало того, с запасом удлиняю. Так, ну еще немножечко конструкторских подходов в проектировании. Обратите внимание, насколько близко отверстие к стенкам, практически на грани цепляния корпусом головки болта. Но это, как старые зрители знают, придумано не просто так. У меня на моем канале ничего не делается просто так и наобум. Сделано для того, чтобы как можно более повысить жесткость. То есть рядом с ребром, чтобы было, и чтобы, соответственно, ничего никуда не отгинало, не отгибало.
Отверстие уже есть и все уже успешно прикручивается. Можно уже даже заказывать титановые болтики. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, эти у меня есть, но их тоже можно заказать, чтобы одинаковые были. 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Вы представляете, на такую деталь целых 11 штук титановых болтов. Но сейчас речь не об этом. Моя задача была закрепить, а теперь нужно обработать верхнюю деталь. Ну, ее можно было и потом обработать, но вот что-то захотелось сейчас все сделать. Я люблю сразу все спозиционировать, а потом уже облегчать уже до талого. Тем более сейчас она как раз таки максимально жесткая деталь, пока внутри ничего не убирал. Классно нынче меняется инструмент. Вот так, раз только. То есть в концах морзы он застревает, а здесь просто тюк и все, он выскочил. Сюда можно сделать вообще крутилку какую-нибудь с таким бум. И вообще не нужен будет никакой инструмент, чтобы закручивать и чтобы выбивать. Потому что затягиваю тоже не сказать, что очень сильно. Здесь поверхности хорошо подогнаны. И плюс есть шпонки, которые защищают от проворота патрон. Все роскошно. Ну вот, нежданно-негаданно получилось целых 20 деталей для этого узла, ну не считая амортизаторов. Пришлось немножко попыхтеть с подбором крепежа. Ну вот все на рабочем столе, все представлено вашему взору. Давайте для начала оценим веса. Это у нас 720, это 245, я ее тут еще дополнительно немножко облегчал. Убирал места, которые не работают. Это кольца крепления бачков амортизатора, ну они легенькие. Ну а крепеж, несмотря на то, что он титановый, за счет своего количества тоже весит довольно-таки много. Если бы делал с цельной болванки, то вероятно можно было бы сэкономить еще 100-150 грамм, а то может быть и 200. Еще раз прошу вас обратить внимание, как плотно посажены две детали друг относительно друга. Так они будут меньше шевелиться на болтах, ну точнее меньше будут пытаться шевелиться, и соединение будет более плотное, более жесткое при этом. Сделал пару отверстий для облегчения здесь и здесь. Ничего особенного это не дало, там буквально 30 грамм сбросилось веса. Здесь тоже обратите внимание, как делаю, то есть это посадочные места под крепление бачков. Все тоже супер плотно, ничего не выпадает и как бы внутри получается, располагается. В общем, ладно, соединяем уже полностью на титановые болтики. Обычно все соединяю через фиксатор резьбы. Мне так нравится гораздо больше, правда не на всю ширину использую, дабы не прикрепилось намертво. Все болты титановые, а некоторые даже алюминиевые. Раскручивать болты может понадобиться только в случае демонтажа кронштейна. Я думаю, демонтировать ничего не будем. А потому можно уже намертво навсегда закрутить, да и все. Но благодаря тому, что герметик не красный, а синий, возможность демонтажа все-таки сохраняется. Вот так. Не часто болтики затягиваю навсегда, но это тот самый случай. Карбоновую палку от рычага, которая оказалась бракованная, ну я ее забраковал по причине того, что она короткая была, использую теперь для затяжки в качестве трубки. Вот здесь больше отверстие, здесь отверстие чутка поменьше. Колечки закручиваются изнутри. С одной стороны через дырку противоположного колечка, а с другой стороны есть особая технологическая дырка. Сделана сбоку как раз для этих целей. Вот он, плод трудов сегодняшнего видео. Осталось поставить деталь на гоночный болид и посмотреть, как работает подвеска.
Само запрыгивает прям. Сейчас амортизаторы полностью выдвинуты, потому что машинка подвешена. Подвешена на ту высоту, на которую должна быть подвешена. Какими-то дрожащими руками затягиваю. Волнительно, конечно. Ох, какая красота! Ну вы только посмотрите на это. Не, ну это же вообще... Опускаем на колеса. Все стоит на колесах. Пробуем. Очень жестко что-то, ничего не прожимается практически. Прыгает в основном из-за того, что колеса чуть подспущены. Ну, рокера, видно, немножко шевелятся. Но как-то демпфирования я не ощущаю. Давайте открутим бачки. Смотрите, есть явные изменения. Шток амортизатора ходит гораздо сильнее, подвеска играет. Я, если честно, думал, что так сильно играть не будет на таких жестких пружинах. Но обратите внимание, ходы уже приличные, это без всяких бугров, без всякой скорости, без всякой прижимной силы. А пружины можно затягивать как бы до бесконечности здесь. То есть в этом плане все хорошо пока что, даже слишком. Кроме одного я не пойму, а где же демпфирование? Вон оно. Можно сказать, прыгает. Давайте крутить дальше. Так, что мы здесь крутили? Было слишком мягко. Вангую, что сейчас будет все слишком жестко. Потому что перекрутил все в обратную. О, все. Вообще не двигается ничего. Ну, кроме резины. Резина гуляет, сминается, она пустая, без давления. 2, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Крутил-вертел, подвеска очень хорошо поддается регулировкам. И вот вроде бы получилось, что подвесочка работает так, как надо. Вот я ее туда толкаю, она как бы чуть медленнее возвращается. Нет никакой раскачки. Ход есть. И туда, и как бы тянущий так обратно. Эта крутилка влияет на сжатие, это на отбой. Ну все работает, друзья, все работает. Рычаги подвески сейчас стоят практически точно в углах. Требуют немножечко загрузки болида, то есть даже в этом плане все здесь хорошо. И не забывайте, что мы еще можем регулировать высоту тягами, чтобы углы рычагов встали в свое рабочее положение. Потому что просто так нельзя ни на какой машине менять клиренс там и так далее. Иначе углы подвески теряются, и она потом работает уже не так, как надо. Ну, то есть ходовые качества ухудшаются, либо становятся не такими, как задумывал конструктор. Также я пробовал устанавливать в другие дырки. Сюда встает нормально, сюда уже не очень, потому что здесь переламывается сильно. И угол уже не соответствует. Нельзя, в общем, установить в это отверстие. Ну, а в это можно. Ну, а это можно расширить для облегчения, например. Я это буду еще облегчать все здесь, ребята. Потому что, ну, пока что еще много недоделанных деталей, требующих доработки, до облегчения. Естественно, все настройки должны производиться после какого-нибудь вменяемого движения. Но уже я вижу, что здесь оно работает, что оно поддается настройкам, что пружина более-менее нормальная, более-менее работает. А это очень хорошие новости, что я угадал с этим делом. Останется только лишь его настроить. Ну вот мне кажется, может быть, поменьше ход амортизатора должен быть все-таки. Но ход уменьшить никогда не поздно. И таких амортизаторов куча, есть разной длины. Можно их менять, можно двигать мой кронштейн туда-сюда и изменять все в широких пределах. Ну а сегодня все, друзья, с этим видео. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсами. Всем пока, до новых встреч, скоро увидимся. Видео становится все интереснее и интереснее, необычнее и необычнее. Я, видя вот это вот, не могу просто даже налюбоваться, как круто оно выглядит.
А оно еще и работает.